Всем привет, дорогие наблюдатели. Давайте продолжим наш сериал в рубрике «Снято в небе». НЛО, технологии, Конгресс США и многие другие новости. Вот в прошлом выпуске я в конце сказал, будут громкие разговоры о других измерениях. Генерал-майор ВВС, доктор Грегори Роджерс, он нарушает свое 30-летнее молчание. Показания свидетеля таковы. У США есть антигравитационные аппараты. И они есть уже довольно давно. Утверждение таково. Астронавтов в космосе преследовали НЛО, летающие строем. Я точно знаю, что я видел в тот день. И это никоим образом не было обычным летающим аппаратом. Нам сказали молчать. И никогда об этом не говорить. Я хочу поддержать всех информаторов из Министерства обороны. У военных есть неземной космический корабль, который создан с помощью обратного проектирования на основе инопланетных технологий. Однажды майора провели в комнату с компьютерами, заперли дверь и опустили жалюзи. Ему показали на экране записи с видеонаблюдения. Там был огромный корабль. Сейчас на экране вы видите рисунок, который он нарисовал 1 мая 2025 года. Это тот самый корабль, о котором он говорит, чтобы показать, что вот примерно вот так вот оно было. Но это все, друзья, херня, полная чушь. Смотрите дальше. Он оставляет одну фотографию, где на ней виден такой себе огромный объект. Смотрю я вот на эту фотографию и думаю, что-то мне вспоминается. Такое черно-белое видео с НЛО, которое когда-то стало вирусным за все эти годы. Вверху над объектом есть значительное совпадение. Возможно, это один и тот же объект. Если, конечно, все это не фейковые заявления, но тем не менее, все это очень интересно. Следующая информация. Здесь у нас более интересно, если, конечно, немного уделить этому времени. Альберт Стаблбайн. Это генерал-майор армии США. Сейчас вы будете удивлены, особенно те, кто читает мой телеграм-канал. Я взял основную тему, о которой говорит генерал-майор. Тема: дистанционное наблюдение за НЛО и связанные с ними существа. Мы проводим удаленный просмотр внутренних, внешних частей жестких транспортных средств. Мы не можем разобраться в технологиях НЛО, но мы следуем за космическим кораблем. Следуем обратно к точке его происхождения, а также пытаемся пройти его путь. У нас много достоверных данных, но мало понимания. Что касается похищений, мы долго этим занимались, и мы имеем дело с вещами, которые, я думаю, мы не сможем постичь. Друзья, касаемо похищения, это он говорит о пришельцах. Надеюсь, это он не о своих действиях говорит. Итак, более кратко. Бесформенные существа, связанные с похищениями, у них есть тип технологии. Мы называем ее трансцендентальной технологией. И они это знают. Пришельцы могут редактировать, а также влиять. И нам это было не очень комфортно. Нам это не нравилось. Мы были самоуверены и никогда не подозревали, что такое может быть. Но это может быть. Когда мы смотрим на похищение и смотрим на систему, которая стоит за этими похищениями, они очень хорошо это знают. Они знают, что мы знаем, что мы делаем, а также они знают, что мы собираемся сделать. Они все знают. Даже наши замыслы и наши мысли. Интересно, но я просмотрел этого генерала. Была информация в засвете еще в 92 году. Этот мужик пытался об этом говорить. Но, как видите, в информационном поле это как-то не проявилось. С большой уверенностью можно сказать, что то, что сейчас обсуждается, то, что вылазит в документах, все это было всегда, почти в открытом формате. Согласно заявлениям генерала, люди могут заглянуть в корабль дистанционно, быть на корабле, летать с ними, а также таким же образом можно отследить
откуда они прилетают, куда летят и как они преодолевают границы времени. Генерал, конечно, красавчик, но данная информация, она скорее для отдельной категории людей, которая однажды коснулась источника и выбралась с лабиринта контрактов души. А мы идем дальше. Джейк Барбер говорит, что их секретная технология под названием «собачий свисток», о котором я уже говорил в прошлых выпусках, используется несколькими правительственными агентствами, и это рискует открыть ящик Пандоры, масштабы которого они не вполне осознают. Так, окей, слишком сложно, наверное, да? Давайте я вам проще расскажу. Джейк Барбер намекает, что скоро случится момент, когда Земля встанет в такую позицию, когда сущности массово покажутся человечеству. Он буквально прямо намекает: земляне, будьте готовы столкнуться с духовным миром, к которому вы просто не привыкли и раньше боялись столкнуться. Теперь давайте добавим сюда немного проблем. Директор Арро Джон Кословский говорит: «Я не думаю, что мы одиноки». Пентагон скрывает от общества аномальные случаи НЛО. Если они не могут разрешить их с помощью научного анализа, тогда вы, люди, должны этим заниматься. Мы должны держать их на потолке, всегда искать дополнительные данные. А вот сейчас на видео конгрессмен США. Согласно громким заявлениям, правительство США пытается помешать Конгрессу проводить слушания по НЛО, задавать какие-то вопросы о программах НЛО и даже общаться с информаторами. Конгресс тем временем напоминает, что есть статья, которая несет последствия за воспрепятствование Конгрессу. В общем, друзья, идет внутренняя битва, борьба. Контр-адмирал Спедеро говорит депутату Тиммонсу, что число таинственных вторжений беспилотников растет, но точное число вторжений засекречено. Все больше доказательств указывает на тайные кинетические действия, боевые действия военного уровня, проводимые против НЛО, проводимые неизвестными силами, которые действуют вне полномочий Конгресса или даже президента. Интересные ребята. Но это все фигня, ребята. Эти силы делают так, чтобы в информации о внеземном разуме не было изобилия. Никто из людей не задается вопросом, почему нету изобилия в информации? Почему, куда мы ни посмотрим, кругом враги? Хороший вопрос. Элизонда, который показал фейковый снимок НЛО, вдруг ушел из Конгресса. Вся Америка его буквально обплевала, обхарькала, обоссала своими комментариями, что ему не место в Конгрессе. Он просто ушел. Понятно, что обплевать и обоссать — это легкая форма в жизни человека, но люди не умеют анализировать и искать причинно-следственную связь, хоть какую-то информацию. 4 месяца тому Элизонда открыто заявил Джереми Корбеллу, что его жизни угрожает реальная опасность. Один из военных связных связался с ним, чтобы сообщить об угрозе. Предупредить. Он сказал не идти на ненужный риск, так как эти люди навсегда затыкают рты другим. И вот смотрите, спустя 4 месяца он показывает фейковый снимок, ведет как-то себя странно, проявляет странные цитаты, в общем, максимально странный тип. После этого он покидает Конгресс, понимаете? Ах да, кстати, Элизонда предупредил перед тем, как он уходил. Он говорит, что на Землю идет огромный большущий камень, который предоставит огромную угрозу человечеству. Вот. Но люди скептически к этому камню относятся, потому что Элизонда показал фейк, правильно? Фейковую фотографию. Значит, все, что он говорит, теперь это фейковые заявления. Но, есть много но. Этот мужик, он не первый, кто столкнулся с угрозами. Просто нужно немножко внимательно изучать динамику движения смыслов. Не забывать о законах в этом мире, о законах причинно-следственной связи. Ну ладно, продолжим в следующих сериях. Давайте
вы будете немножко умнее и начнете читать описание под каждым видео, не только под моим, но и есть много каналов, где обязательно нужно читать описание. Это очень важно. Это важнее, чем даже просмотр видео. Вот там будут все ответы, первые ответы, так сказать. Зачем я в конце видео показываю координаты канала, куда можно написать? Зачем в описании указываются те самые ссылочки? Не понимаю я, не понимаю.